Я уверена, что вы все видели этого человека, потому что он был везде. На обложках журналов, на билбордах, на плакатах в твоей общаге. Его звали Джеймс Дин, и за свою жизнь он сыграл всего 3 значимых роли, но по-прежнему остается абсолютным секс-символом как среди молодых, так и среди взрослых. И даже после своей страшной и загадочной смерти он продолжает зарабатывать больше $8 миллионов в год. Слухи о его гомосексуальности тоже не беспочвенны, однако они очень сильно замалчивались в Голливуде, потому что, он был олицетворением такого бэдбоя. А этот образ должен быть весьма каноничен, и всякие неудобные пристрастия туда вообще никак не вписываются. Даже несмотря на то, что в мир кино он попал через своего 35-летнего бойфренда, с которым он жил. Ну и ладно, обо всем по порядку, вы на канале Дарки, погнали! Джеймс Байрон Дин родился в 1931 году в Индиане. Когда ему было 9 лет, его мама скончалась от рака. А его отец, видимо, он или не смог, или не захотел его обеспечивать. В общем, он отдал его на попечительство своей сестре и ее мужу. Тетя и дядя Дина были квакерами и воспитывали его. Квакеры — это такие достаточно религиозные люди, но они не объединены какой-то одной верой, как, например, христианство, ислам и так далее. Они, наоборот, верят в равенство людей, независимо от расы, пола, социального происхождения. Так вот, там был один священник, с которым Дин, кажется, нашел общий язык. Между Дином и его священником существовала глубокая связь, возникшая, когда Дин учился в выпускном классе школы и продлившаяся долгие годы. Там есть намек на то, что у них были какие-то более близкие отношения, и от этого как раз пошли слухи, что якобы Дина еще в детстве совратил священник, но, опять же, тут все очень субъективно, непонятно, был такой или не было, Дин сам ничего об этом не рассказывал, поэтому тут нельзя сказать. Дин был самый популярный в школе, он был красавчиком, его все любили, с такой внешностью понятно. После школы Джеймс поступил в колледж, чтобы заниматься изучением права. Но, видимо, он понял, что он гораздо более яркая личность, и изучением права должен заниматься кто-то другой. Поэтому он перевелся в Калифорнийский университет и поступил на актера. Он этим грезил, он действительно хотел быть актером, хотел быть знаменитым. Но его консервативный отец посмотрел на это и такой: нет, это плохая идея, что какой еще актер, это несерьезно, это по-девчачьи и так далее. У них снова разладились отношения, причем уже очень серьезно. Но на карьеру Дина это вообще никак не повлияло, что хорошо, потому что в 1950 году он уже успешно снялся для рекламы Пепси-колы. Тогда это уже была престижная компания, и это было очень-очень круто, что Джеймс смог туда попасть. Но это ни разу не удивительно, потому что его лицо — это именно образец наиболее идеального рекламного лица для мужчины. Это очень продающая внешность, то есть когда вы видите такое лицо, вам хочется купить товар, который оно рекламирует. Но до серьезных ролей Дину был тогда еще достаточно далеко, потому что он снимался в небольших телешоу, играл какие-то маленькие незначимые роли в фильмах и, по-моему, вообще без слов, то есть как в качестве массовки. Понятно, что не о такой карьере он мечтал, денег ему тогда еще не хватало, и поэтому он пошел подрабатывать парковщиком на студии CBS, где познакомился с 35-летним Роджерсом Беккетом, главой радио в рекламном агентстве. Он был на 15 лет старше Дина, но все равно им удалось подружиться, несмотря на разницу в возрасте. Они стали очень близкими друзьями, и в итоге они переехали жить вместе. Дин с радостью переехал в роскошный дом Роджерса в Лос-Анджелесе. А почему бы и нет, да, я бы тоже переехала с радостью. А Роджерс на тот момент, по-моему, кстати, был достаточно открытым геем, об этом вообще все знали. Они жили вместе, и он его обеспечивал. И не за спасибо, конечно, хоть вы можете сказать, что это просто такая теплая мужская дружба, но вы, видимо, живете в какой-то другой реальности, с чем я вас поздравляю. Так вот, они спали вместе, и Дин всячески пытался скрыть этот факт, причем он даже сочинял небылицы про то, что он живет в его доме, но они спят в разных комнатах и на разных кроватях, и там чуть ли не разными туалетами пользуются, такое все. Но Дин был достаточно умен и понимал, что в таком союзе гораздо больше плюсов, чем минусов, потому что Роджерс его продвинул, он его познакомил с известными актерами, с известными режиссерами. В итоге Дин смог попасть в самую лучшую студию в Нью-Йорке, где тогда играл Марлон Брандо, Джули Харрис, Артур Кеннеди, Милдред Данок и другие. То есть, вы понимаете, да? Тогда где был Джеймс Дин и где были они, Существует очень много слухов насчет того, что Марлон Брандо и Джеймс Дин подружились и стали любовниками. Окей, они действительно были друзьями, но мы вряд ли можем узнать более интимные вещи. Но в интервью 1976 года Брандо сказал о себе следующее. «Как и у многих других мужчин, у меня тоже был гомосексуальный опыт, и мне не стыдно. Я никогда не обращал особого внимания на то, что люди думают обо мне. Но если есть кто-то, кто убежден, что мы с Джеком Николсоном любовники, пусть они и дальше так считают. Я нахожу это забавным».
Кстати, если вы забыли, кто такой Марлон Брандо, то вот это он в роли Дона Корлеоне в «Крестном отце». Наслаждайтесь. Карьера Дина по-настоящему пошла в гору, когда с ним начал работать известный учитель Ли Страсберг. Благодаря ему актер получил свои первые такие значимые роли на Бродвее в театре и во многих телевизионных драмах того времени. И, наконец-то, в 1954 году Дин заключает контракт с Warner Brothers, чтобы сыграть главную роль в фильме «К востоку от рая». Ему досталась роль эмоционально запутавшегося молодого человека по имени Кэл Траск. Эта роль принесла ему первый серьезный успех, ну а сам фильм — это аллегория на библейский сюжет Каина и Авеля, двух сыновей Адама и Евы, где один в итоге убивает другого. Продюсеры тогда лепили звезд с нуля. Например, если у тебя было какое-то не очень такое примечательное имя, тебе вообще могли его поменять на другое. Как, например, Мэрилин Монро, это же Норма Джин Бейкер изначально. Но согласитесь, что Мэрилин звучит гораздо более так привлекательно. Но, видимо, имя Джеймса Дина всех устроило, поэтому с ним ничего такого не делали, ему не делали ни пластику, ни зубы, ничего. Вот он был просто идеален, знаете, он вот прямо для кинематографа. Поэтому ему сразу же выбрали образ такого плохого парня и начали в этот образ топить, его раскручивать, что все. Там, поверьте, никого не волновало, какой Дин на самом деле. Нужно было создать продающий образ. Естественно, всякие там намеки на гомосексуальность с этим никак не ассоциировались, и Warner Brothers все время очень старалась, какой-нибудь слушок пойдет, она сразу же вступает в действие и Дину какую-нибудь там девушку подкидывает, чтобы все у них было там типа замечательное, вот так. В общем, амплуа бэдбоя начала закрепляться за Джеймсом Дином, и снова в этом же образе он появился в своем следующем фильме «Бунтарь без причин». В этом фильме его герой Джим Старк был одет в красную куртку Харрингтон, синие джинсы и белую футболку. Этот стиль в итоге так и назвали Джеймс Дин. Он означает такое бунтарство, дерзость, драйв. А белая футболка вообще раньше носилась только в качестве какого-то нижнего белья, типа майки вот ночной, но никак не на повседневную одежду, но после Джеймса Дина она стала частью повседневной одежды. И то, что вы носите белые футболки, теперь можете знать, что мода на это пошла как раз-таки с Джеймса Дина. Но все-таки что там по поводу ориентации? Мы знаем, что он был с этим Роджерсом, но опять же тут нельзя сделать какой-то вывод, потому что, он понимал, что это даст ему просто возможность, а действительно ли он этого хотел, то, наверное, нет. Потому что в 20 лет очень сильно хотеть спать с 35-летним владельцем радио, это как-то нет. Но опять же, мы не знаем, может быть, действительно это было по желанию, как, например, у Клюева с Есениным. Сам Джеймс Дин на прямой вопрос о его ориентации отвечал так: «Я не гей, не гомосексуал, но я не собираюсь идти по жизни с одной завязанной за спиной рукой. Это очень очевидный намек на бисексуальность, и я думаю, что понять это как-то по-другому достаточно сложно». Вот еще маленький отрывок я вам перевела из интервью Элизабет Тейлор. Она рассказывает, вспоминает о Джеймсе Дине и вот как раз об этой теме. Всю свою жизнь я проводила много времени с геями, Монгомери Клифтон, Джимми Дином и Роком Хадсоном, моими коллегами, соавторами, доверенными лицами и ближайшими друзьями. Но я никогда не беспокоилась о том, с кем они спят. Они просто были людьми, которых я люблю. Вполне очевидно, что ему приходилось скрывать все вот эти слухи, но даже не столько ему, сколько его менеджерам, которые очень хорошо этим занимались. В Голливуде вообще существовала такая система прикрытия, она и сейчас есть, ни для кого не секрет, что если кто-то, кто не должен являться геем, в зависимости от своего образа, от продвигаемого образа Голливудом, да, так вот, ему быстренько находит какую-то подругу, какую-то амбициозную, красивую девушку, которая берет такую ведущую роль на себя и, может быть, очень много рассказать об отношениях. Постоянно где-то появляется с этим парнем, вот эти слухи начинаются. Такие девушек называют beard, с английского борода. То есть девушка, которая служит как бы в качестве прикрытия для ориентации своего партнера. Еще по поводу вот этого фильма, в котором он снялся. Тоже интересный момент. На самом деле персонаж Джон, которого играет актер Сэл Минео, по сюжету должен был быть влюблен в Джеймса Дина, то есть в Джима Старка. Я думаю, он и в Джеймса Дина мог бы быть влюблен. То есть там действительно по сюжету должны были быть такие интересные гомосексуальные намеки, но, к сожалению, ничего из этого не пропустила суровая цензура. Это еще называется кодексом Хейса. Я очень хочу вам похвастаться, что совсем недавно я встретилась со своей подписчицей. Она просто очень чудесная, и она сделала мне это. Эта татуировка очень много для меня значит, потому что лошадь — моё тотемное животное. И в день, когда вы позвали меня на это мероприятие по поводу стихов, я была в настолько подавленном состоянии, чтобы вы понимали, там буквально за несколько, может, неделю до этого, Зоя, я тебе рассказывала, я потеряла друга, и для меня это стало таким болезненным периодом, что я вообще никуда не выходила. Вот чтобы вы понимали, я никуда не ходила. И вот когда вы меня позвали, я еще так немножко со скептицизмом отнеслась, потому что для меня
ну, сложно в таком состоянии что-то нормально воспринимать, я не могу там... Просто вы буквально спасли мне жизнь тем, что вы меня куда-то вытащили, хотя мы с вами тогда никогда не виделись. Почему я говорю с вами? Потому что речь идет не только о Зое, о ее прекрасном папе и о ее брате, и вообще в целом о вашей семье. Она очень чудесная. В тот момент, когда я слушала стих про русалочку, у меня как раз появилась эта мысль, блин, а если бы люди, сидящие здесь, знали настоящую историю Андерсена, как бы звучал этот стих? И я задумалась об этом. Но я даже не подумала, что и вы об этом задумались. И после того уже, когда все закончилось, твой папа Зоя подошел ко мне, подсел и спросил, что я почувствовала на этом моменте. И я так удивилась, потому что я даже не подумала, что у кого-то может быть точно такая же мысль, как у меня на этот счет, что кто-то тоже это почувствует. И тогда я поняла, почему люди меня смотрят, потому что мы с вами на одной какой-то психологической волне. И это было просто замечательно. Зоя делает мыло ручной работы, я вам абсолютно искренне хочу об этом рассказать, потому что это очень-очень вкусное мыло, я вот им до сих пор пользуюсь. Оно действительно пахнет очень необычно, или корицей, или миндалем, или что-то такое что-то приятное, знаете, как типа чизкейк или печенье. В общем, очень вкусно, хочется это мыло съесть. Поэтому, если вы хотите кому-то сделать новогодний подарок или себе, то обязательно закажите у Зои мыло. Это очень-очень вкусно. Следующий же фильм «Гигант» стал последним в карьере и жизни Джеймса Дина. Роль в этом фильме принесла ему номинацию на «Оскар», а сам же фильм был признан одним из величайших в истории. Компанию в этом фильме ему составил актер Рок Хадсон, который фиктивно женился, тоже чтобы скрыть ориентацию, но впоследствии, под конец жизни, он во всем признался. Мнение, что в кинобизнесе все через постель, на самом деле не так уж далеко от истины, но многие думают исключительно на актрис, хотя актеры с тем же успехом спали, спят и будут спать за роль. Об этом есть неплохой сериал «Голливуд», в нем как раз-таки за основу взята история Рока Хадсона. Правда, в конце они ушли в розовые сопли и хэппи-энд, чего тогда, конечно, быть не могло, но в целом многие моменты переданы верно. Но также, естественно, ходят слухи, что Рок Хадсон и Дин стали любовниками во время съемок «Гиганта», но стопроцентных подтверждений вообще никаких нет, поэтому я не могу сказать, так это или не так это. Норин Нэш, один из коллег Дина по фильму «Гигант», вспоминал, что Элизабет Тейлор и Рок Хадсон поспорили, кто переспит с ним первым. По словам Нэша, Хадсон выиграл пари всего через несколько дней после съемок. Но об одном любовнике можно сказать точно, потому что он сам об этом рассказывал. Уильям Баст и Джеймс Дин какое-то время были друзьями и соседями в Нью-Йорке. Уильям впоследствии стал одним из первых биографов Дина и рассказал о том, что они пару раз переспали. Джеймс Дин личность очень эксцентричная, такая вспыльчивая, он выбивался из привычных рамок. Чтобы откосить от армии, он просто сказал: «Я гей». А тогда гомосексуальность считалась психическим заболеванием в США, и геев не брали на службу. И 90 из 100 мужчин, наверное, выбрали бы любой другой способ откосить от армии, но Джеймс Дин выбрал самый эпатажный. Например, на один официальный обед с какими-то очень известными людьми он пришел в босиком и в грязных очень джинсах, Распутин стайл, и ничего ему за это не сказали и не сделали, просто для него это было нормально. По словам друзей, у него еще были такие очень резкие перепады настроения, например, он мог долго не общаться с тобой, а потом позвонить среди ночи, позвать ему куда-то или приехать среди ночи, там, залезть в окно, в общем, что-то такое. И причем он был таким задолго до того, как там прославился, он всегда был таким. До того, как сняться в кино, Дин много работал в прямом эфире. На одном шоу он отказался от сценария и бросил его в одного из своих коллег, актера и будущего президента США Рональда Рейгана. Да, если вы не знали, то Рональд Рейган когда-то еще и был актером и снимался вместе с Джеймсом Дином. Ну и как настоящий бунтарь, Джеймс Дин ушел молодым. Страсть к гонкам у него была с самого детства, и еще до того, как сняться в «Бунтаре без причин», он поучаствовал в своей первой профессиональной гонке в Палм-Спрингс. К сожалению, он не проиграл, а занял там какое-то первое, по-моему, место, и этот авантюризм подтолкнул его к тому, чтобы продолжать вот эту деятельность, которая в итоге его, естественно, погубила. Warner Brothers ему запретила вообще ездить, запретила ему участвовать в гонках во время съемок фильма «Гигант», последний его фильм. Но как только съемки были завершены, Джеймс Дин почувствовал свободу и снова вернулся на трассу гоночную. Вот эта машина, на которой он отправился в последний путь, она называлась «Маленький ублюдок», и теперь она носит достаточно дурную славу. Как все было? Выехав на трассу 466, Дин врезался в поворачивающий форт, за рулем которого сидел Дональд Тормпсет. Машина Джеймса настолько сильно ударилась, что перевернулась и перелетела вообще за обочину трассы. Пассажир Дина вылетел из автомобиля и остался жив, в то время как сам актер оказался в ловушке, переворачиваясь в ней. Естественно, сломал все, что можно, включая шею, и до больницы живым не доехал. Ему было всего 24. Также с этой машиной связано еще несколько смертей, включая аварию с Уильямом Эшриком на любительской гонке. Но там была, естественно, не сама эта машина, а двигатель от нее. Если вы спросите, верю ли я в то, что она проклятая, да нет, конечно же, просто двигатель, я считаю, какой-то неисправный был, и как только один разбился на нем, зачем это, почему надо было заново на нем ездить, надо было сразу же выкинуть и все забыть
Ну, нет, продолжили ездить, видимо, хотели какую-то эту славу, хотели пойти как Джеймс Дин, но это, считаю, тупость и просто деградация, в общем. После своей смерти Джеймс Дин, кстати, стал еще более популярным. Люди там буквально с ума сходили, чтобы вы понимали, он до сих пор зарабатывает почти 9 миллионов долларов в год, а он умер 66 лет назад. Больше, наверное, только, я не знаю, Майкл Джексон, но Майкл Джексон сравнительно не так давно умер. Фотография Джеймса Дина, прислоненного к стене в синих джинсах, настолько известна, что синие джинсы стали самым популярным видом одежды в США. Он до сих пор вездесущ. Его лицо используют в рекламных кампаниях, с его образом продается буквально все – часы, автомобили, одежда. Поколение молодых актеров соревновалось за звание следующего Джеймса Дина, но до сих пор никого такого нет. По всей Америке подростки и молодые люди отреагировали на смерть Дина так, как будто они потеряли своего лучшего друга. Возникли сотни фан-клубов. Дин посмертно получал 5000 писем от фанатов в месяц. Подростки и молодые люди того времени видели в Джимми Старке отражение самих себя, несмотря на то, что Джим был таким, знаете, суровым бунтарем, тем не менее он был уязвимым внутри, и это то, в чем они находились схожи с самим собой. Это делало образ Джима Старка очень реальным, очень настоящим, приближенным к тому, какие действительно бывают молодые люди. Внезапно мальчики-подростки обрели силу, цель и образец для подражания. И, конечно, консервативное поколение и их родители беспокоились о том, что они станут похожими на него, а не дай бог, еще какие-то слухи о гомосексуальности всплывут. Нет. Поэтому Warner Brothers, конечно, все зачищало все очень качественно. В середине 70-х годов вышло достаточно много биографий, где упоминались всякие отношения Дина с мужчинами. И, конечно, для людей того времени, которые олицетворяли Дина с собой, то есть они прям ходили, я Джеймс Дин, одевались как Джеймс Дин, вешали плакаты там в своей комнате с Джеймсом Дином, что они такие все типа брутальные, и вот они об этом узнали. И, конечно, они чувствовали себя какими-то преданными, они чувствовали себя ужасно, но совершенно зря, я вам хочу сказать. Пора бы уже осознать, что брутальные парни, вот такие суровые мачо, это не всегда гетеросексуалы, бывает и по-другому, и очень часто бывает по-другому. И нет в этом ничего постыдного, странного и не каноничного. Жизнь бывает разной, и пора бы это уже осознать, без всяких сожалений, без всяких вот таких, да, как любят мне бабки в комментах. Спасибо за просмотр, друзья. Солнышко, я знаю, что это видео отличается по стилистике от того, что я обычно снимаю, от тех сложных работ, которые я обычно беру, с письмами, с цитатами там, но дело в том, что я просто очень устала. Я предыдущий ролик сделала 30 минут про Байрона, это достаточно сложно, и что это одним из самых сложных своих роликов, и если вы помните, что у меня был на канале еще ролик про Людвига II, да, я его скрыла. Нельзя комментировать, запрещаю комментировать эти мои действия. Я к тому, что просто это очень сильно напрягает мозг, и мне нужно немножечко отдохнуть, взять какой-то более легкий сценарий. Не по Джеймсу Дину, к тому же я думаю, что молодая аудитория любит более такие легкие вещи. Вот. Следующий ролик у меня будет достаточно сложный, я не скажу как героя, но это будет прям, это надо, знаете, это прям, я не знаю, где они в себе силы все посмотреть по этому герою, все поискать, все найти, но я это сделала, конечно, как всегда. С вами была Дарки, подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста, я там с вами люблю общаться и рассказывать о своих проблемах, считаю, что вы должны это слушать. В общем, да, увидимся через неделю, я надеюсь. Всем пока.